Говорит Татьяна Дьяченко, это видео о том, как мы становимся жертвами нарциссических свекров. Это продолжение истории про Антонину, история успеха, как она выскочила из всех нарциссических западней в своей жизни. Вот в первом видео я говорила о том, как она вырвалась от своего нарциссического романтического партнера, а дальше будут другие западни освещены. И вот это видео про свекров. Вот она пишет: тут мы уехали жить к нему, к моему мужу, который был сам здоровый, но он был жертвой нарциссических родителей в детстве тоже. С Восточной в Западную Германию. И через год я родила первую дочь, а еще через год вторую. И тут была я так замотана с погодками, что и не заметила, как из меня сделали тряпку мои свекры. Я позволила, я всю ответственность беру на себя, никого не меню. Вот какая ответственная девушка, молодец. И поначалу его родители меня очень любили, говорили, как счастлив их сын, как им повезло, что такую невестку только поискать, а потом потихоньку стали обесценивать, загашивать, и так тонко, постепенно, что я даже не понимала. Я же видела, что люди меня любят, и при этом то там заронили сомнения, то сям заронили, и через 4 года я уже была абсолютно зашуганной, с опущенными плечами, с низкой самооценкой, неухоженной и с плюс 40 килограмм. И при этом они мне говорили: вот ты же не работаешь и даже не похудела, а муж только вас содержит. И тут я как раз забеременела 3-й раз. И было очень тяжело. Беременная, с жутким токсикозом. Я ездила, выбирала всякие плитки, кухни, мебель. И чувствовала себя и так уязвимой. А тут, когда меня еще долбали, я чувствовала себя полным ничтожеством. Ну и как получается, что мы становимся жертвами нарциссических свекров после того, как были жертвами нарциссических родителей в своей семье. То есть, когда она росла со своими родителями-тиранами, она вынесла такой урок: я должна ладить с людьми, тогда меня будут любить и будут принимать. Ну, конечно, любить ее по-любому не будут, но хотя бы не будут игнорировать, не будут ее унижать, доставать. И лучше плохой мир, чем хорошая война. Надо уметь сглаживать конфликты, не показывать своих эмоций. Вот это все обычно выносят из семьи дети нарциссических родителей. И эти правила внушают родители. Для чего? Для того, чтобы ему было удобно управлять таким ребенком. И когда вы уже не можете это терпеть, доходите до точки кипения, имею в виду в детстве, и вы взрываетесь, нельзя же быть все время сливным бачком. Вы в конце концов взрываетесь, особенно это происходит часто в подростковом возрасте. Вы пытаетесь постоять за себя, то тогда вам говорят родители: какая ты скандальная, ты обидчивая, ты не умеешь ладить с людьми. Кто же с тобой будет вообще жить? И чтобы избежать конфликтов, вот таких обвинений, вы наступаете на чувство собственного достоинства в отношениях с родителями, а впоследствии вы это то же самое делаете со своими нарциссическими свекрами. И что тут делать? Когда вы осознали все, поняли, что просто это систематическая работа, которая направлена на то, чтобы вас сломать и чтобы взять контроль над вашей жизнью, вы должны понимать, что надо защищаться с первого укуса, с первого нападения. Тут же давать отпор, тут же говорить, что вам это не нравится, вы не собираетесь говорить в таком тоне, что в своей семье вы распоряжаетесь своими детьми, вы распоряжаетесь своими финансами, своими делами, вы решаете, что вам делать. И вы решаете конфликты со своим мужем сами. И кто кого обеспечивает, это ваше семейное дело. Это не дело ваших свекров, и они совершенно не должны совать нос в вашу семью.
Вот так надо держать оборону. Лучше всего с нарциссическими свекрами вообще разрывать всякие отношения. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите вопросы, комментарии. Смотрите продолжение истории про Антонину, как она выходила из вот этого ада. До новых встреч. Это была Татьяна Дьяченко.